Привет, друзья! Что ж, сегодня пару слов об этой машине ВАЗ-2103. Готовим мы ее для ралли Монте-Карло, как я уже рассказывал в Инстаграме. Купили мы эту машину в Литве, долго искали, не могли найти в Латвии. В Эстонии очень много информации собирали, но что ж, есть машина. Теперь остается только работать, ждать гонку, собирать деньги и наши знания вкладывать в этот прекрасный автомобиль, который, я надеюсь, в 2025 году не только выйдет на старт этой гонки, но и доедет до финиша. Я думаю, что вам будет тоже интересно наблюдать за этим весьма зрелищным процессом. История ралли Монте-Карло началась в 1911 году, когда принц Альберт I решил пропиарить Монако как туристическое направление. Смысл гонки тогда заключался в том, что экипажи отправлялись с разных городов Европы и финишировали в Монако. Интересно, что ремонтировать машины в процессе гонки было нельзя, поэтому до финиша добирались реально подготовленные машины. Ну и на финише оценивалось не только время, но и такие показатели, как эстетический вид машины и даже комфорт, с каким ехали участники. Сейчас гонка проходит в похожем варианте. Старт происходит в разных городах, таких как Гамбург, Лондон, Осло, Реймс или Турин, и финишем в Монако. Задачей экипажа является прохождение определенного маршрута на точность. То есть от точки А до точки Б экипаж должен добраться по правильно проложенному маршруту, читая специальную дорожную книгу, другими словами легенду. Они должны при этом не заблудиться, каждый участок должны проехать в свое время, а на спецучастках счет идет на секунды. Именно в этом и заключается сам принцип ралли. Участвовать в этой гонке допускаются марки, которые хоть раз участвовали в этом ралли в прошлом, и машины должны быть выпущены с 1911 по 1982 год. Так, ну что, друзья, отправляемся мы туда. На регистрацию супер автомобиля. Опа. Вот такая вот история начинается у нас. Видно, сильно закрылась. Лампочка горит. Берем это. Свет. Я не знаю, куда свет включается. Сам до конца не знает, куда свернет его машина «Жигули». Это машина. Ты не водил «Жигули», о-о, ты не мужчина. Водитель «Жигуля» моет машину по большим праздникам. Таких праздников два: Новый год и дождь. Водитель «Жигуля» не дает гаишникам взятки, но не потому, что нет денег, ну хотя и поэтому тоже. Водитель «Жигуля», он музыкальный маньяк. Он поставил себе колонки от магнитофона «Маяк». И в заднее стекло ни черта не видно, но бога ради. Так, ну что, сегодня мы расскажем вам о том, что мы уже смогли сделать с этой машиной. Дальше, наверное, Валера, как технический наш эксперт, бог техники, расскажет, какой у нас план с этой машиной. Ну что, давайте посмотрим. Ну что, друзья, привет! Сегодня мы начинаем разбор нашего «Жигуля». Сергей уже весь в процессе, весь работает, так что пожелайте нам удачи и следите за процессом этого пока разбора, а дальше восстановления. Ну что, нет дверей? Много что мы успели сегодня. Всего лишь один день, 2 человека, и вот результат. Сейчас поближе пройдемся и посмотрим, что у нас получилось сегодня. Под капотом мы пока что ничего не делали. Я думаю, что мы займемся этим завтра. Немного осталось хрома. Это все надо снимать очень аккуратно, чтобы сохранить. По кузову все довольно-таки неплохо. Водительское место, конечно, требует тут ремонта и сварки, видимо. А все остальное выглядит очень даже неплохо. Багажник тоже в порядке, под баком место довольно-таки
в хорошем состоянии. Вроде запаска была тоже. Так что хороший вариант для восстановления. Так, и что, друзья, расскажем вам, что мы уже успели сделать с этой машиной, а дальше Валера расскажет, какой у нас дальнейший план, как мы будем действовать. Сейчас я попробую вылезти. Так, ну и смотрите. Как мы видим, машина практически полностью разобрана, даже, наверное, полностью разобрана. Что касается салона, мы все разобрали, многие детали продали. Кстати, я не знал, что у «Жигуля» будет настолько прям много любителей, что прямо мне из Даугавпилса, из Польши звонят, продайте нам салон или еще что-то. Ну, в общем, я был довольно-таки шокирован. Так, смотрите, очистили мы, самое, наверное, сложное было очистить этот битум, который был внизу, такое резиновое покрытие, очень тяжело, но слезало, тем не менее, мы справились с помощью скребка и, как это называется, фена, это можно оставить, с помощью скребка из фена мы смогли снять почти до металла. Здесь нам необходимо будет восстанавливать пол. Вот, дальше идем багажник, ну тут все стандартно, все красиво, довольно-таки сейчас все голо. Вот, ну, в принципе, наверное, и все. Вы увидите также видео, как мы выбираем мотор. Так что как-то так, такие планы, такие не планы, такие уже, это мы уже сделали. Ну что ж, передаю слово Валере, который расскажет, что мы будем дальше делать с этой машиной. Итак, всем привет. Саша уже рассказал про наш «Жигуль», о том, что мы из него собираемся сделать, он, наверное, еще не рассказывал. Я расскажу больше о, наверное, технических потребностях этой машины, о том, что нужно доработать кузов. Саша нам это уже рассказывал. Доработать кузов, конкретнее починить. Потом первая основная работа, которую нам нужно сделать, это варить каркас безопасности, потому что безопасность превыше всего. Это будет одна из наших основных и примарных работ, которые мы должны сделать. А дальше мы будем уже по нарастающей, закончив работы кузовные, будем пытаться собирать детали, дорабатывать детали и собирать этот «Жигуль» в рабочее состояние, готовить его к соревнованиям. Итак, закончив с кузовом, с каркасом безопасности, наверное, нужно будет доработать такие элементы, как двери. То есть нужно из них будет удалить какие-то лишние механизмы. Соответственно, с этой машиной нужно будет попытаться поработать с весом, отрезать лишние детали, как мы уже делаем. Это не касается пола, конечно, это необходимость. Потом в задней части нужно будет установить топливный бак, потому что стандартный топливный бак у него порядка 40 литров, а это недостаточно для длинных переездов. Он имеет место быть, но придется очень часто останавливаться на дозаправке, а это очень создает много дискомфорта и потери времени. Потом, запасное колесо будет у этой машины одно. В стандартном месте мы его, я думаю, оставлять не будем. Оно стоит здесь под крылом. Нужно будет его максимально смещать в центр автомобиля. Остальное в кузове переделывать по техническому регламенту нельзя, потому что машина должна быть максимально приближена к стандартным. По подвеске тоже подвеска должна быть стандартной, за исключением каких-то элементов. Можно заменить какие-то шарнирные соединения, слегка их доработать, поставить улучшенные амортизаторы, пружины. С
трансмиссией тоже все довольно-таки просто. У этой машины будет стоять пятиступенчатая коробка передач от того же «Жигуля». Задний мост мы доработаем, внедрив в него дифференциал ограниченного проскальзывания. Итак, самая интересная часть нашего проекта – это двигатель. С двигателем у нас очень много вариаций, потому что конкретно сказать конкретно, какой двигатель будет лучшим, очень сложно. И мы ограничиваемся регламентом, по которому этот двигатель нужно строить. И теперь из этого регламента нужно понять, что будет оптимально для наших условий эксплуатации этой машины. То есть нам нужен двигатель, который работает очень хорошо с низов, с низких оборотов, с хорошей тягой. Соответственно, возможно, мы будем создавать два двигателя. Один будет с минимальным объемом приближен для гонок Монте-Карло, ну а второй двигатель с более свободным регламентом мы будем создавать для ралли классического, в котором мы планируем тоже ехать. Все наши действия упираются в технический регламент, и мы стараемся его придерживаться максимально возможно. И что у нас из этого получится, мы узнаем потом. Если у нас из этого всего регламента что-то пойдет неправильно, или если мы не будем соблюдать этот регламент, технический комиссар перед стартом нам об этом напомнит в очень неприветливой форме. Для того, чтобы поближе познакомиться с двигателем, который мы собираемся строить, мы пройдем в наш моторный отдел. Привет, Саша. Дальше мы покажем то, что мы уже сделали. На данном этапе мы сделали самый минимум, самое простое, что можно было сделать с этим мотором. Мы его разобрали. Ну, можно сказать, практически полностью. Вот он, так выглядит мотор 1974 года рождения. Соответственно, ему почти 50 лет. И для 50-летнего двигателя он вполне себе неплохо выглядит. Так, вот мы видим блок нашего будущего двигателя. Вот, это стандартный 1.5. Стандартный 1.5. Вот блок, он сейчас выглядит... Для 50-летнего блока он выглядит прекрасно, но для гоночного двигателя он выглядит не очень хорошо. Соответственно, с ним очень много работы. Его нужно для начала очень хорошо отмыть, потом обработать. Потом мы отдадим специалистам, которые расточат гильзы цилиндров под определенные поршня. И дальше мы будем пытаться собрать из этого что-то приближенное к спортивному мотору. Вот, да, можно посмотреть на столе. У нас есть куча всяких деталей. Соответственно, сейчас это выглядит просто как кучка хлама, старенького хлама, из которого нужно сделать что-то очень достойное для езды. Я надеюсь, что вот из этого всего хлама, так сказать, у нас получится собрать хороший спортивный мотор, который будет отличаться хорошей надежностью, очень высокой надежностью и хорошей, нужной для нас, так сказать, мощностью для победы и приближения к подиуму на гонке Монте-Карло. Как минимум. Ну что ж, дорогие друзья, таким вышло наше первое видео на ютубе. Я надеюсь, что вам очень понравилось. Мы для вас очень старались. Поэтому, как говорится у блогеров, ставьте там колокольчики, лайки, подписывайтесь, отправляйте это видео другим подругам, друзьям. Вот, мы для вас очень старались.
И теперь небольшой спойлер о том, что будет в следующем видео. В следующем видео вы увидите, как Валера готовится к Дакару, покупает свои любимые инструменты, собирается в путь. Так что встречаемся вас в следующих видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Отдыхать не получится особо, но я думаю, все будет. Так, это... Джумба 600. Что это? Я видел у Вилсакома, он так делает.